Ребята, всем привет! В связи с недавними событиями резко захотелось заниматься генерацией электричества. Ну и естественно не абы как, а делать все на базе турбореактивной тяги. Тем более, что у меня скопилось как минимум 4 подходящих агрегата. И все, вот абсолютно все я хочу использовать для этих целей. То есть для тех, кто не в курсе, объясняю. Вот это именно та самая движущая сила, которая будет преобразовывать реактивную струю в механическую энергию. К этим устройствам можно подключать обычный генератор, с которыми у меня, в общем-то, проблемы. У меня есть всего лишь на 2,5 киловатта. Вот такой аппаратик имеется от стандартного генератора. Я его уже модернизировал, вывел вал, все, его можно использовать. Он вырабатывает 220 вольт, 2,5 киловатта. Я думаю, можно будет легко с него начать, но правда жизни такова, что все вот эти устройства, они могут выдать намного больше киловатт. Но опять же, если их должным образом запитывать. Я планирую запитывать различными газогенераторами. Вот такой есть на базе модельного реактивного двигателя. Создает струю он здесь. Струя потенциально имеет 8 киловатт энергии. Ну хотя бы с него можно начать, либо можно начать с Хаммера. Все вы помните мой многострадальный реактивный двигатель. Сколько я с ним пережил, это просто уму непостижимо. С него потенциально более 20 киловатт электроэнергии можно получить. Но он работает так себе, запускается не очень. Ну и наш любимый, ребята, турбостартер TS21. Вот какой красавец, смотрите. Ничего не узнаете? Так это же вот она, та самая часть уже прилажена к нему, пристроена. Его я разбирать не буду, его буду использовать как есть. То есть это вот эта часть. Можно получить потенциально около 50 киловатт электроэнергии. Вот эта штука для моего ума пока что непостижимая. Пока что не знаю, сколько можно будет получить электроэнергии. Но хочется и такой маленький турбоэлектрогенератор сделать. Это самодельная вещь, ребята. Здесь вот уже есть выход с шестереночкой. Вот. Ну и там турбинка с направляющим аппаратом. Надо дорабатывать, надо строить корпус, отвод газов. Так же самое надо строить и вот здесь корпус и отвод газов. Ну и здесь что-то надо делать. В общем, сейчас я вам покажу механизмы поподробнее. А начнем мы, пожалуй, вот с этого. Это задняя горячая часть совсем известной нам турбины GTD-350. Вот, GTD-350 будет продолжать жить, потому что есть новенький подшипник, ну как новенький, целенький, не ржавый, и там внутри все нормально, подводится смазка, все хорошо, все прекрасно. Такое количество механизмов стоит здесь не просто так, то есть я целенаправленно иду к цели, иду к успеху, ребят. Это еще не все, есть еще вот такие агрегаты, тоже турбовентиляторные какие-то агрегаты непонятные, но они имеют не жаропрочную крыльчатку. Также они не имеют редуктора, поэтому я не буду использовать. Есть еще у меня титановая турбина, она тоже не жаропрочная. Поэтому в этот цикл видео эти механизмы не войдут, но может быть куда-то потом пристрою. Может быть что-то будет работать на воздухе или на холодном газе. Относительно холодном. Я думаю, 150 градусов сия чудная вещь может выдерживать. Покупал все за сущие копейки, так что не ругайте меня, ребята, не смог удержаться. Вот эта штука, по-моему, 3000 рублей стоила. Смотрите, здесь есть зона расширения, потому что кольцо коническое. Медная прокладка. Видно, что отбалансированная турбина жаропрочная. Турбина здесь, кстати, малорасходная стоит. То есть каким-либо авиамодельным ТРД, возможно, и не получится ее раздуть. Потому что я уже пробовал Хаммером подобное раздувать. Ну, ребята, слишком он мощный, слишком у него мощная струя, но малого давления. Здесь надо дуть именно высоким давлением. Что такое малорасходная турбина, я вам могу очень быстро показать. Вот смотрите, какие толстые лопатки сбоку. Видите, там проходы практически одинаковые, но закругленные. Здесь же, смотрите, промежутки очень большие. Это уже не малорасходная турбина, так сказать, реактивная. Было бы неплохо, конечно, еще знать, с чего эта вещь. Хорошо, что есть редуктор. Видите, я пытаюсь потихонечку крутить, а здесь она очень быстро раскручивается. Есть выход для выхлопных газов, что тоже очень хорошо.
Также такое чувство, что там есть карман, куда можно подавать охлаждающий воздух. То есть в небольших количествах воздух подается, и он охлаждает корпус. Судя по тому, что здесь нет никаких отверстий, то есть это отверстие для снимания шайбы, а вот здесь, например, отверстие есть для охлаждения. То есть непосредственно с камеры сгорания поступает воздух, то есть не сгорающее топливо, а именно с наружного контура поступает воздух для охлаждения контура. Здесь непонятно, куда подводится воздух, но тут вот есть штуцера. Возможно, в эти штуцера его и можно подводить. Непонятно, куда здесь подводится масло и как. Вообще не знаю, что это за агрегат, друзья. Возможно, что масло здесь просто залито, и его подводить постоянно не надо. Но это, я думаю, мы легко в будущем разберемся, как здесь и что. Есть какая-то маркировочка. Если не трудно, ребята, киньте ссылочку, что это такое. По-любому вы знаете. Пробовал раскручивать обычным компрессором. Крутится просто феноменально, друзья. То есть это просто жесть, товарищи. Но есть вибрация. Не знаю, то ли это связано с внутренним механизмом, то ли с самой крыльчаткой. Трудно определить на самом деле. Так что, скорее всего, эту вещь надо будет разбирать. Кто хочет увидеть, что внутри, ставьте лайки, ребята, и требуйте разборки. О, такой интересный звук, как будто бы там есть сальник. Так что точно, возможно, внутри залито масло просто-напросто. Вот и все. Что там, что здесь, не хватает направляющего аппарата. Там я не знаю, как он устроен. Но вот в турбостартере направляющим аппаратом служит сама крыльчатка газогенератора. Вот так она выглядит. У меня есть лишняя, свободная. И если мы хотим раскручивать по-нормальному, надо ее вот, грубо говоря, как-то вот туда варить. Здесь отрезать. Туда варить, и все будет работать. Да, немножко неправильно, потому что она должна быть в движении. Но как-то работать будет, это точно. Это просто самый легкий способ сделать именно так. Крутится она не знаю как, никогда компрессором не раскручивал. Ну, можно попробовать. Тоже, в общем-то, неплохо. И при этом, ребята, абсолютно никаких вибраций. Так, ну а теперь к самодельным аппаратам. Здесь у нас сопловой аппарат имеется. Я вам уже как-то давно показывал этот проект. Ну, как видим, тоже вращается, но без поддержки второй опоры сильно раскручивать не буду. А вот, собственно, и поддержка, ребята. Наварил здесь штуцеров. Сделал один побольше, один поменьше. Надо будет, возможно, откачивать масло с одного. Возможно, надо будет другой подавать воздух. Ну, в общем, пока еще сам не знаю, как это все дело будет работать, потому что еще и газы выхлопные надо будет отводить. Ну, в общем, делаем, ребята, делаем. Сейчас я дошел уже до того, что надо приварить эту железку на свое место. Подшипничек аккуратненько снимаем. Забыл законтрить. Механизм настолько многострадальный, что вы себе даже не представляете, друзья. Ох, как плотненько сделал я здесь. Надо же. Прям супер плотненько, да? Получился вот такой агрегатище. Все крутится, все вращается. Швы получились весьма приличные.
Но вот как же сделать отвод выхлопных газов? Вот что самое пока что непонятное. Сейчас, как обычно, глубокая ночь. Пойдем искать подходящие железяки для проекта. Генератор работает. Так, вот здесь мы будем что-нибудь искать. Смотреть окрестности черных дыр не только в нашей галактике, а и люди смотрели на звезды. Хорошо бы еще вот этот редуктор задействовать, но боюсь, что не судьба, слишком он гигантский. Так, а вот этот колпак, мне кажется, можно было бы срезать и как раз таки задействовать. По идее, он мне больше не нужен, хотя еще где-то был точно такой. Будем пилить это чудо. Очень полезная вещь для DIY-щика. Ну, прям нереально полезная. Прям какая-то даже выхлопная труба, можно сказать, с гофрой. Класс. На моцик можно приделать ее. Какая все-таки роскошь все эти авиационные технологии и космические тоже. Смотрите, какой роскошный здесь друшляк. С этой штукой тоже можно что-нибудь интересное придумать. Пока не придумал что, но знаю точно, что можно. Это по-любому. Эх, друзья, опять с R2-D2 ничего не получилось. Зря только распиливал. Пришлось сделать свою конструкцию. Сейчас я пока что это дело располовинил, чтобы вам показать, как каждая деталь выглядит в отдельности, чтобы вы до конца уже начали понимать, как это будет работать. Есть одна половинка, которая соединяет сопловой аппарат и газогенератор. Нашу маленькую турбину, которую мы уже скоро, можно сказать, прямо сейчас будем устанавливать и пробовать. Вот в это отверстие мы ее подключаем. Внутри поток завихряется, выходит под неким углом. Соответственно, лопаток, которые расположены по радиусу. Мне пришлось сварить некий кожух, некий корпус такой закругленный, чтобы поток входил под углом и как бы по кругу заворачивался. Опять же, по кругу движения, ну то есть точно так же, как и закручивают сопловые лопаты. Это одна половинка, ребята. Много крови попил у меня этот кожух, но все же сделал. Все же не поленился, сделал его. Ну и вторая половина работы. Пристроил на турбину кожух для отвода выхлопных газов. Вот он. С довольно-таки серьезным отверстием. Довольно-таки огромным, потому что планируется еще, может быть, даже сюда теплообменник поставить, чтобы отапливаться, либо повышать КПД. Ну, то есть делать, как всегда, многофункциональное устройство, друзья. Вот. Также еще этот теплоотвод нужен, чтобы не дуло на генератор, но чтобы дуло в одну сторону, потому что оно, сами видели, распылять должно было во все стороны подряд. Проект этот длится уже довольно-таки долго, я с ним не спешу, хочется сделать хорошую вещь. Ну, в общем-то, пока что все получается, пока я всем доволен. Смотрите, как тихенько крутится турбинка. Слышно, как шелестят лопатки. Где-то там внутри. Вещь получилась очень внушительная. По факту, если приложить 7 бар давления внутрь, то можно получить 1000 лошадей на валу. Да-да, ребята, вы не ослышались, именно 1000 лошадей вырабатывается на вот таком тоненьком маленьком валу. Но на 50 тысячах оборотах и при 7 барах давления перед турбиной. Но мы с вами хитрые, мы поставим маленькую турбинку. Потенциально она может дать около, там, ну, допустим, плюс-минус 10 киловатт. Хотя вряд ли она даст, потому что КПД у нас не тот будет. А давление мы будем измерять этим прибором, который может всего лишь до 0,3 измерить давление. Ну, я думаю, и того не будет у нас.
Но для начала нужно соорудить хотя бы колхозную систему маслоподачи. Потому что турбина будет вращаться на гигантских оборотах. Их мы, естественно, тоже измерим. И при всем при этом при огромной температуре все будет вращаться. Поэтому надо охлаждать и смазывать подшипники. Насосик я, конечно, выбрал для этих целей не маленький. Довольно-таки гигантский. Уже пробовал, игрался. Сейчас вам покажу, как это работает. Запитываем на 5 вольт. И уже система работает. Идет подача масла. Насос с редуктором. Можно настраивать давление. Сейчас настроено где-то примерно на 2 атмосферы. Казалось бы, струйка слабенькая, но если на нее надавить, она начинает сопротивляться довольно сильно. И бьет по поддону с характерным звуком. Вот так. И все это на 5 вольтах напряжения. Если поддать полноценно до 27 вольт, то смотрите, что происходит. Ой. Полноценно даже не получается поддать, слишком большой расход. Алюминиевая канистра для новой маслостанции подходит идеально. Маслостанция получилась довольно-таки симпатичная. Шестеренчатый насос на бензиновую канистру стал как родной. Здесь у нас имеется штуцер слива масла из двигателя, штуцер забора масла масляным насосом, поступает в насос, и штуцер отбора давления масла. Пока что я его наклонил и запустил в горловину бензобака. Планирую сей девайс снабдить еще шим-регулятором. В жирные времена скупал такие вещи пачками. И до сих пор использую. До сих пор не выработал все запасы. Хорошо, когда есть запасы, ребят. Но это будет чутка попозже, потому что я пока не знаю, с какой стороны его прикрутить. Также еще нужно будет масляный радиатор. И это будет сделано попозже. Ну а сейчас нам чисто протестировать хватит. Правда, ребята, есть одно но. Надо же клетку теперь под этот девайс изготовить. Потому что он должен стоять выше масляного бака. Потихонечку готовимся к ночному шухеру. Далее оттягивать уже сил нет. Можно нести на стартовую площадку и готовить масляную систему. Идут последние приготовления. Обратите внимание, сколько всего нужно запитать, чтобы работала система. Довольно-таки много. Турбина и масляная система должны работать идеально просто. Это я вам без шуток говорю. Все подключено и готово к стартам. Вот есть измерительный инструмент, которым мы будем пользоваться. Тахометр, измерим обороты на валу. Барометр, измерим давление. И, так сказать, пирометр, измерим температуру, насколько вся эта наша кухня будет греться. Надеюсь, масло сильно греться не будет. Но если будет, сделаем масляный радиатор. Не проблема. Такая вот установка получилась. Интересно, будет ли она вообще работать или нет. Так что включаем маслецо и погнали. Запуск турбины. Все, поджиг состоялся. Смотрим, как работает, друзья. Вал уже вращается. Давление отсутствует. Ну что ж, будем наваливать.
резко выключил, чтобы вы послушали, как работает турбина, на каких бешеных оборотах крутится. Вы видели? Около 20 тысяч оборотиков было. Вибрации, в принципе, небольшие, довольно сносные вибрации. Около 20 тысяч оборотов, ребята. Ну, 18 точно на полном газе было. На какие же обороты мне теперь рассчитывать передаточное число под генератор, я не знаю. Там 3000 должно быть. Рабочие оборотики у нас, я думаю, будут 12 тысяч. И сделаем мы редуктор 1 к 4. Планирую сделать на ременной передаче. Какой будет момент, пока что непонятно, друзья. И будет ли оно вообще работать. Что-то моторчик там скрипит как-то не по-доброму. О, масло горяченькое. Видимо, все же придется ставить масляный радиатор. Давление было 0,05 бар. Ну, маленькое, конечно, но оно было. Как-то мы с Димой тестировали подобную систему, у нас вообще никакого давления не было. Но тут оно, возможно, тоже не было бы, если бы у меня не было такого модного прибора. Слышали, бахнуло масло? Надо выключать. Пожароопасная вещь. Нереально пожароопасно. Уплотнения плохие, поэтому может масло бахнуть, ребята. Ну, в принципе, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, ребята. До новых встреч. Ждем уже вот эту штуку с генератором. Работает.